Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! У меня для вас небольшая новость. В нашем магазине появилось немножечко втирок. Пока их совсем немножко, мы пробуем, мы смотрим, какие они в работе, но тем не менее какое-то количество втирок есть, потому что очень многие учащиеся на курсах тонких линий просили меня, чтобы в нашем магазине втирки тоже продавались. Что же такое втирка, если кто-то вдруг не знает? Как следует из названия, втирка – это то, что можно втереть. Но на самом деле втирками это все стало называться не так давно, до этого это называлось пигментом, и это название больше определяет суть этого материала. Потому что в первую очередь это, конечно, пигмент, красящее вещество, которым можно покрасить любой материал. То есть этот пигмент в сухом состоянии можно добавить в любой жидкий материал, и материал станет цветным. Но у пигментов есть множество вариаций. Итак, как вы видите, здесь у нас пигмент одного цвета, но в разных фракциях. То есть вот эта баночка пигмента у нас более мелкого помола, а предыдущий пигмент более крупный, хлопушками, и втирается уже совершенно по-другому. В данном мастер-классе я вам показываю, как работать с этими пигментами при втирании их в липкую поверхность от гель-лака. То есть, если вы возьмете любой гель-лак, который имеет остаточную липкость, либо финиш, который имеет остаточную липкость, в этот весь липкий слой можно затереть вот такие вот пигменты. И получается вот такая сумасшедшая красивая красота. На самом деле вот этот вот прием со втиркой пигментов в остаточную липкость тоже нельзя выкидывать из внимания, потому что именно таким способом можно получить замечательные фактуры на ногтях. Ведь затертая таким образом поверхность очень напоминает шелкографию или такое какое-то бархатное покрытие. В общем, смотрится просто потрясающе. Поэтому, как бы ни гремели сейчас в трендах зеркальные втирки, тем не менее, вот такой вот прием остается одним из моих любимых. И такой фон является сумасшедше благодарным для всякого разного рода прорисовок. В данном случае, пересекая совершенно простые прямые линии под разными углами, на таком богатом фоне мы получаем сумасшедше красивую геометрическую композицию. Здесь единственное, зачем нам необходимо проследить, это за толщиной нашей линии. Но в дизайне очень хорошо всегда смотрится, когда сочетаются очень-очень тоненькие линии и какие-нибудь линии поплотнее. Поэтому по максимуму стараемся использовать этот прием. Добавляем тонких линий, добавляем очень тонких линий и останавливаемся ровно тогда, когда наша фантазия скажет, что хватит, я больше уже вообще ничего придумать не могу. Если в первом дизайне мы с вами использовали пересечение прямых линий с углами, очень жесткую геометрию, то на втором дизайне мы сделаем с вами это все намного нежнее. Почему нежнее? Потому что у нас не будет никаких углов, у нас будут вот такие вот полукруглые спиральные элементы. Именно благодаря тому, что углы у нас в дизайне будут отсутствовать, дизайн будет смотреться очень и очень нежно. Поэтому, если ваша клиентка просит у вас какой-то геометрический дизайн, но при этом хочет, чтобы настроение у дизайна было нежное, делайте ей геометрию из круглых элементов, из кругов. Если же у вас клиентка хочет чего-нибудь более агрессивного, делайте ей пересечение линий с углами. Если же вы в принципе хотите научиться рисовать на ногтях, держать в руках кисточку и ею правильно владеть, то милости просим на онлайн-курсы, ссылочку оставлю в описании. В данном дизайне я решила перекрыть первый уровень прорисовки финишным покрытием и потом после просушенного финиша добавлять еще уровень. При этом, как вы заметили, в разные оттенки краски пигмент втирается с разным оттенком. Соответственно, меняя цвет подложки вашего пигмента, вы можете получить миллионы разных цветов. Соответственно, имея в своей коллекции один пигмент и два гель-лака, вы уже получаете просто массу вариаций, что можно из этого сделать.
Закручиваем черные спиральные элементы в перехлест с белыми. Почему в перехлест? Потому что на вот этом перехлесте, именно на пересечении линий, дополнительно видно объемность всего дизайна. К сожалению, объемность камера съедает, сжирает напрочь, ее совершенно не видно. Но попробуйте сделать и посмотрите, как это выглядит вживую. Вот этот вот слой финиша очень красиво разделяет элементы на слои. Очень внимательно, если у вас, как и у меня, красочка без остаточной липкости, а вы хотите получить плотное натирание пигмента, сушить красочку вам необходимо буквально 5-10 секунд. Именно так сушила я. Потому что если ее пересушить, пигмент втирается в зеркальное покрытие и выглядит не так ярко. И, кстати, о том, как втереть пигмент в зеркало и что с этим делать, мы поговорим с вами завтра. Поэтому не пропустите новый ролик на канале, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы вас уведомило о выходе. Натираем второй уровень прорисовки этим же пигментом, то есть у нас на фоне этот цвет пигмента, в первом слое втирки этот цвет пигмента и во втором слое втирки этот же цвет пигмента. Перекрываем финишным покрытием. Наш дизайн готов. Поскольку я, как обычно, не смогла остановиться, когда мне в руку попадает какой-то хороший материал, который мне нравится, остановиться просто невозможно. Поэтому делаем и третий дизайн. Все это на пигментах, втертых в остаточную липкость. Напоминаю, в данном случае у меня в руках типсик именно с крупным пигментом, который я втирала в липкий слой. В данном варианте рисуем белой красочкой просто пересечение линий. Каких линий вы будете здесь пересекать, не имеет никакого значения. Я заплела какой-то абстрактный плетеный узор из вот таких вот полузапятых. Свою прорисовочку пигментом с зеленым отливом. При этом этот пигмент на белом цвете имеет точно такой же рыжий подтон, как и предыдущий слой, поэтому они замечательно смотрятся вместе. И при этом вот этот зеленый отлив на этом рыжем подтоне смотрится очень красиво. Совсем немного контрастной белой и черной прорисовки. Черным цветом мы углубляем места, которые хотим показать, что они у нас находятся дальше и глубже, а белым цветом высветляем те места, которые хотим выделить на передний план.
Собственно говоря, на сегодня все. Вам небольшой спойлер, чем же мы будем заниматься с вами завтра. Будет тоже серия безумно красивых дизайнов. Реально вынесла типсинки на улицу на солнышко, чтобы показать вам, насколько это красиво. К сожалению, камера не передает еще и хамелеонистый отлив всех этих пигментов. Ссылочку на это все богатство оставлю вам в описании. Не забудьте обязательно туда заглянуть. Ну а мы с вами увидимся в новых уроках. Надеюсь, вам понравилось. Встретимся у меня на канале. Всем до новых встреч. Пока!